Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я вам расскажу мой собственный взгляд на некоторые ранее не озвученные аспекты современной репродуктологии. Прошу не судить меня строго и буду благодарен вам за позитивные комментарии. Сегодня репродуктология является областью медицины, которая в последние столетия поражает своим бешеным ростом. Представьте, буквально 40 лет назад мы не могли представить, что в недалеком будущем выведение человека в чашке Петри станет доступным до неприличия. Некоторых репродуктологов не останавливает даже ни возраст пациенток, ни наличие косвенных противопоказаний, ни безденежье бесплодных пар. И выбор зачастую падает в пользу риска. Да, их можно понять. Иметь такое могущество, создавать жизнь и дозволенное законом, а еще при этом зарабатывать неплохие деньги – это, согласитесь, соблазнительное право. Думаю, многие со мной согласятся, что экстракорпоральное оплодотворение – это величайшее достижение человечества, и я ни в коем случае не против вспомогательных репродуктивных технологий. Наоборот, я за них. Но, как вы знаете, чего бы ни коснулась рука человека, во всем он умудряется перестараться и все сделать с печальными последствиями. Многое сделать. О чем я? О том, что как молодеет возраст юных женщин, которые прибегают к искусственному зачатию, и при этом у них нет никаких патологий репродуктивных органов. И своим неумением убеждать в разумности не торопить естественный процесс мы, врачи, лишаем их возможности зачать самим. О чем я? О том, как мы подгоняем формат пациента для повышения успеха дорогостоящей процедуры, как стандартизируем при помощи гормонов и операций их организм. Делаем это, чтобы исключить ничтожное влияние отклонений. И делаем только хуже. О чем я? О том, как соглашаемся с решением отчаявшихся женщин приступить к 5-й, 6-й, 7-й, 8-й стимуляции лошадиными дозами гормонов. Убойная доза гонадотропинов с целью выжать из почти выпотрошенного, почти пустого яичника хоть одну маленькую яйцеклеточку причиняет непоправимый вред здоровью и, возможно, раннюю смерть из-за последствий таких процедур. Понимаете? О чем я? О поспешности повторных попыток, когда мы не даем времени на восстановление и физически, и морально после неудавшихся подсадок. А еще о том, что воля Господа перестала быть решающей. Сколько, когда, на кого похож, мальчик или девочка. Я знаю, многие сейчас воскликнут: если Бог не даст, Он не даст и через ЭКО. Да, верно, я соглашусь. Однако решение иметь ребенка только потому, что вы захотели сейчас именно такого, принимаете только вы. И за последствия поломанного здоровья отвечаете только вы. Да, Бог дает жизнь. Но задумайтесь, какой ценой? Какие подводные камни таят в себе эти бесконечные бомбежки гормонами? И жизнь ли это? Нужно ли испытывать очередной стресс и душевную боль после потери выстраданной беременности, лишь бы доказать, что вы достойны стать матерью? Это стоит того? Как вы думаете? Поймите, вы женщина, и вы уже запрограммированы на материнство. И я ни в коем случае, упаси Бог, не отговариваю вас от ЭКО. Наоборот,
Повторюсь, это величайшее открытие для женщин, которым материнство в силу тех или иных причин стало просто недоступно. Я хочу попросить вас соблюдать меру в принятии своих решений, потому что последствия могут быть плачевные. И еще скажу. На онлайн-консультациях по видеосвязи, которые я провожу с женщинами при диагностированном бесплодии или после неудачного протокола, или если женщина готовится к протоколу, то на консультациях ей приходится менять мышление, свое собственное мышление и настраивать свой мозг на беременность. Потому что беременность начинается в голове и продолжается в матке. У меня было несколько случаев, когда после ряда онлайн-консультаций женщины беременели до протокола ЭКО. К сожалению, наша страна не входит в число стран, где здравоохранение на практике заботится о здоровье женщин, где разрешены не более 2 попыток ЭКО, где ограничено количество подсадок за раз, где запрещена криоконсервация эмбрионов. Все эти запреты же сделаны не просто так. Они прежде всего направлены на сохранение здоровья нации. Но безумная жажда иметь ребенка открывает путь к развитию репродуктивного туризма. Я консультировал сотни женщин, кто по тем или иным причинам навсегда лишены возможности естественного зачатия, и искренне им сочувствую. Многим из них удалось забеременеть с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Забеременеть, выносить и родить ребенка. Поймите, ЭКО придумано именно для таких сложных случаев, а не для здоровых женщин, у которых на месте матка, яичники, трубы. Я знаю реальные случаи, когда девушка в 25 лет обратилась в клинику по поводу нерегулярных менструаций, и в итоге ее полностью перекроили. Вырезали трубы, 1 яичник удалили и заявили, что теперь можно родить только посредством ЭКО. Ну и, как ни странно, как раз таки у них за определенную сумму денег. Я ни в коем случае не кидаю палки и не осуждаю своих коллег. Мода на коммерческие диагнозы с целью наживы, к сожалению, в наши дни не редкость. И это далеко от права, как вы понимаете, называться врачеванием. Не будьте наивны. Мы живем в век набивания карманов. Поэтому берегите себя и подходите к очередной или к первой попытке ЭКО обдуманно. Я хочу, чтобы вы поняли, чтобы подарить миру жизнь, не обязательно сгорать самой. Ведь существует много других, естественно, природных, эффективных способов приблизить беременность, разобраться с проблемами со здоровьем, которые препятствуют беременности. Да, это требует усилий от вас. Да, возможно, потребуется записаться на консультацию к психологу или психотерапевту, чтобы выявить психосоматические причины долгого ненаступления беременности. Большинство женщин беременеют, иногда и не 1 раз, и остаются с детьми и мужем без разрушенного здоровья тела и души. Мне важно ваше мнение. Прошу вас, не робейте, поделитесь своими мыслями на эту тему. Оставьте комментарий внизу. Я буду вам благодарен за лайк. И также благодарю, что посмотрели это видео до конца. А я, как всегда, желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.
Согласитесь, все мы стремимся к удовольствиям и удовлетворению потребностей, а страдания стараемся избежать. К удовольствию и удовлетворению мы обязательно придем. Это неизбежно. А страдания же нужно понять и знать лишь то, что вам поможет эффективно его трансформировать. Все наши страдания относятся к одному из 4 видов по мере возрастания силы самого страдания. Первое – это физическое страдание, когда повреждается и разрушается наше тело. Второе – это душевное страдание, когда разрушаются наши отношения. Третье – это крах наших идеалов и надежд, когда рушатся наши амбиции. И четвертое – это страдание в уме, когда мы переживаем следствие того, что осталось в нас от страдания первых 3 видов. И четвертый ощущается как самый болезненный из всех, как минимум потому, что он может продолжаться бесконечно. Только благодаря интеллекту, логике и разуму, то есть осознанности, нам удается спасти себя от страдания. И, естественно, когда такое спасение в какой-либо степени возможно, а оно возможно. Здравствуйте, меня зовут Павел Сапенко. Я дипломированный врач-психотерапевт и остеопат с 20-летним стажем практической работы с телом, с психикой, с умом и сознанием человека. Я помогу вам развить вашу осознанность в нужном направлении, и вы научитесь эффективно и полностью прекращать 4-й тип страдания. Да, и с остальными тоже станете обращаться более внимательно. И тогда обязательно, поймите, обязательно в вашей жизни наступит благополучие, здоровье, удовольствие и удовлетворение. И они увеличатся. А благодаря качеству осознанности они еще и улучшатся. Записывайтесь и приходите ко мне на консультацию. Убедитесь в этом. Вот краткий список возможных эффектов психотерапии работы со мной. У вас улучшится самооценка. У вас снижается или прекращается влияние стресса, неприятных переживаний, депрессий, страхов, приступов гнева, неконтролируемых эмоций. У вас происходит улучшение сна и работоспособности. Полностью прекращаются психосоматические симптомы болезней, ВСД, панических атак. Улучшаются отношения с противоположным полом. Вы сможете научиться лучше разруливать любые конфликты и тупики в отношениях. Вы развиваете чувствительность, внимательность, интуицию и необходимые для вас социальные навыки. Вы укрепляете свою стрессоустойчивость. Вы обретаете решительность и уверенность в своей жизни. У вас повышается психологический комфорт и в целом удовольствие от жизни. У вас развивается самостоятельность и автономность. А вот вопрос, кто виноват, больше не будет вас волновать. А на вопрос, что делать, вы научитесь отвечать себе быстро и понятно. А еще у вас будет полное прекращение психосоматических симптомов болезней в гинекологии, эндокринологии, неврологии. При этом, независимо от того, как далеко вы пройдете по этому пути, результаты будут работать исключительно вам на пользу, для вас, и будут принадлежать вам полностью и навсегда. До встречи на консультации.